Спустя 27 минут после смерти женщина очнулась. Затем она написала записку, от которой у всех по спине побежали мурашки. Дженнифер Хайнс была в больнице и, наконец, очнулась после 27 минут коматозного состояния. Майкл, ее супруг, был уверен, что его жена чуть не умерла от недавнего сердечного приступа. Было действительно неясно, сможет ли она когда-нибудь снова проснуться. Ни Дженнифер, ни кто-либо другой не думали, что ей грозит остановка сердца. Для поддержания оптимального состояния здоровья мать 4 детей занималась физическими упражнениями и придерживалась здорового питания. Возможно, ее семья никогда не ожидала, что в какой-то момент ее сердце может полностью перестать работать. Несмотря на то, что неотложная медицинская помощь была поразительно быстрой, самым удивительным было то, что произошло позже. После того, как у Дженнифер случился сердечный приступ, Майкл помогал работникам скорой помощи спасти жизнь его супруги. Врачам пришлось 5 раз встряхивать сердце Дженнифер, чтобы оно заработало, так что это тоже был нелегкий процесс. Несмотря на все их усилия, бригада не знала, что женщина, потерявшая сознание, находилась на грани смерти. Видите ли, Дженнифер перенесла сердечный приступ, который едва не привел к летальному исходу. Однако история, наконец, чудесным образом изменилась к лучшему, когда Дженнифер, которая была объявлена мертвой около 30 минут назад, удалось проснуться. Ее сообщение стало результатом серии событий, о которых рассказала Дженнифер. 13 февраля 2019 года Ричард, друг семьи, позвонил, чтобы проведать пару, когда они были на прогулке. Вскоре после того, как друг Хайнцев появился, в их доме случилось несчастье. Дженнифер буквально упала лицом вперед прямо на пол. Ричард крикнул Майклу, чтобы тот позвонил в больницу, когда понял, что возникла серьезная проблема. Майкл поначалу был озадачен, потому что всего несколько секунд назад Дженнифер выглядела в хорошем состоянии. Но когда отец 4 детей увидел свою жену на полу, он понял, что ее состояние резко ухудшилось. Майкл вызвал скорую помощь, как только понял, что жизнь Дженнифер может быть в опасности. Более того, основываясь на своих наблюдениях, Майкл подумал, что у Дженнифер сердечный приступ. Еще более тревожным был тот факт, что она потеряла сознание, и ее дыхание, казалось, остановилось. В результате Дженнифер пришлось уложить на спину, чтобы Майкл или Ричард могли сделать ей искусственное дыхание. Пока не прибыла скорая помощь, 2 мужчин вместе боролись за то, чтобы Дженнифер осталась жива. В частности, потребовалась компрессия грудной клетки, о чем Майклу сообщил сотрудник службы экстренной помощи по телефону. Ричард сразу же начал давить Дженнифер на грудь, не имея какой-либо предварительной подготовки, но учитывая физическую нагрузку, которую это требовало. Майкл действительно думал, что Дженнифер умрет во время инцидента. Ее веки не закрывались, они были открыты, а глаза закатились к макушке. Затем, когда на место происшествия прибыли медики, они заменили мужчин. В этот момент обеспокоенный муж мог только наблюдать, как врач пытается спасти жизнь Дженнифер. В попытке расшевелить сердце женщины врачи 5 раз использовали дефибриллятор по дороге в больницу. Когда ее увезли, Майклу пришлось смириться с тем, что его любимая жена может не выжить, и он обратился к Богу в трудную минуту. Вспоминая свои молитвы, Майкл пытался договориться с Богом. «Бог, верни, пожалуйста, мою Дженнифер, и можешь забрать все остальное», — шептал Майкл. «Все наши машины, деньги и мое здоровье. Главное, чтобы Дженнифер выжила». И, похоже, молитва Майкла была услышана. Видите ли, врач сообщил ему, что его жена была жива, когда он прибыл в больницу. Таким образом, выживание Дженнифер стало для Майкла настоящим чудом. Он действительно думал, что Бог ответил на его молитву. Доктор Сэндман, однако, заявил, что Дженнифер не погибла благодаря усилиям Майкла и Ричарда. Однако, по словам его жены, пока она была без сознания, у нее была предполагаемая встреча в загробной жизни,
когда она была мертва в течение 27 минут. Более того, Дженнифер не единственный человек, который утверждает, что видел что-то за пределами этого мира. Среди людей, которые были воскрешены в прошлом, есть те, кто утверждает, что видели странные огни или страшных животных, когда они были без сознания. Естественно, что вокруг загробной жизни много интриг, поскольку никто не может предсказать, что произойдет с нами, когда мы уйдем из жизни. Многие люди, у которых были видения во время околосмертных переживаний, действительно описывали ощущение спокойствия и непринужденности, когда их заливал ослепительный свет. Дженнифер, которая не могла выразить свои мысли вслух, была интубирована, и ей дали ручку и бумагу для облегчения общения. Затем, почерком, который было почти невозможно разобрать, она просто нацарапала «Иисус». Когда родственники спросили Дженнифер, о чем она говорит, она указала на небо, обозначая небеса, в то время как они были озадачены. Она сказала, что видела Иисуса там, у каких-то ворот, ведущих к яркому золотому свету. В тот день Дженнифер стала свидетельницей маленького кусочка рая, и она действительно верит в это. Из того, что рассказал нам врач, я действительно умирала 5 раз и возвращалась к жизни. Продолжила она, намекая на то, сколько раз ей приходилось останавливать и оживлять сердце. В рассказе Дженнифер о ее встрече с загробной жизнью, как и во многих других сообщениях, присутствовал свет. И именно в этих золотых лучах, по словам Дженнифер, стоял Иисус. Кроме того, видение Дженнифер привело и ее, и Майкла к вере в то, что ее спасение было намерением Бога, и, как следствие, они по-новому взглянули на жизнь. Во время интервью Майкл сказал Дженнифер: «Я так благодарен, что Бог не забрал тебя ни тогда, ни сейчас, и что ты по-прежнему остаешься моей женой, поэтому я радуюсь каждому дню». Но это не единственное, что изменило жизнь Дженнифер и Майкла после сердечного приступа. В наши дни они оба являются служащими местной церкви. История Дженнифер слишком реальна, чтобы ей не поделиться, и она придала мне больше уверенности в вере, которая так часто остается незамеченной, написал Ричард в описании к их фотографии в Инстаграм. «Мои планы на жизнь изменились благодаря тому, как вы бесстрашно любите Иисуса и других людей». Тем не менее, Ричард не единственный, кому не терпится рассказать другим о том, что увидела Дженнифер. Мать 4 детей откровенно рассказала о своей встрече с потусторонним миром. Она даже поделилась своим рассказом в общественной церкви. Дженнифер выразила свою благодарность за события, которые произошли в тот момент. Обращаясь к прихожанам, Дженнифер сказала: «Я должна иметь возможность говорить о том, что видела лик Иисуса. Я думаю, что это такой замечательный, изумительный подарок». Тем временем Майкл рассказал о своей интерпретации событий. «Я знаю, что Бог, в которого я верю, тронул сердце Дженнифер и позволил ей вернуться. Но, несмотря на то, что они вновь поверили в Бога, Дженнифер и Майкл признали, что другие люди внесли свой вклад в усилия по спасению ее жизни. Они выразили свою благодарность непосредственно каждому человеку, помогавшему им в тот ужасный день. Дорогие зрители, а верите ли вы в Бога? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.